Одна женщина ко мне пришла на консультацию. За 3 года у нее умерла собака, уволили с работы, муж ушел к другой, сын сломал ногу и машина сгорела. Она сказала, на мне порча 100%. Я проверил. Никакой деструктивной программы на ней не было. А вот у другого человека всего-то кран потек и кошка заболела. Мелочь, да. Но когда я посмотрел глубже, там стояла серьезная деструктивная программа, причем давняя. Так как отличить одно от другого? Где разница между реальными негативными воздействиями и обычным невезением? И главное, как не свихнуться, видя порчу в каждой сломанной лампочке. Об этом все видео. А ближе к концу я расскажу вам 3 признака, 3 точных маркера, которые отличают настоящую деструктивную программу от простой черной полосы. Досмотрите, это может уберечь вас от очень больших ошибок. Привет! Если ты здесь впервые, я практикующий нейропсихолог, эзотерик. Больше 10 лет я работаю на стыке психологии и духовных практик. И знаете, что я вижу чаще всего? Не порчу, не проклятие, не родовые программы. Я вижу страх порчи. Вот это реальная эпидемия. Людям плохо, жизнь бьет вместо того, чтобы разобраться в причинах, они бегут к первому попавшемуся магу в интернете, который говорит: о, да, вижу на тебе сильное воздействие, снять 50 тысяч рублей, и человек платит, а через месяц бежит к другому и платит снова. Это не помощь, это эксплуатация страха. Сегодня я хочу дать вам инструмент реальный, конкретный, практический, чтобы вы сами могли отличить, где настоящая проблема, а где ваш мозг играет с вами в злую шутку. Если этот подход вам откликается, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик. Здесь я разбираю сложные вещи простым, честным языком, без запугивания, без развода на деньги. И еще одна вещь. К середине видео я расскажу историю, которая перевернула мое собственное отношение к диагностике. Случай из практики, который шокировал даже меня. Не переключайтесь. Давайте начнем с неудобной правды. Ваш мозг запрограммирован видеть паттерны. Это не баг, это фича эволюционная. Тысячи лет назад тот, кто видел паттерны в движении кустов, убегал от тигра и выживал. А тот, кто не видел, нет. Проблема в том, что этот механизм работает и сейчас. Теряли деньги, сломалась машина, поругались с мужем. По отдельности это жизнь. Обычная, нормальная, иногда паршивая жизнь. Но мозг берет эти 3 события и связывает их в цепочку. Это неспроста, говорит это. Кто-то это сделал, на тебя навели. И вот вы уже гуглите признаки негативного энергетического воздействия, порчи. А там список из 20 пунктов. Бессонница есть, усталость есть, ссора в семье есть. Но, господа, бессонница, усталость и ссоры есть у 90% людей на планете. Это не признак воздействия. Это признак того, что вы живете. Признак жизни. Есть в психологии такое понятие апофения. Это склонность мозга видеть связи там, где их нет. А еще подтверждающее искажение. Когда вы решили, что на вас что-то есть, мозг начинает замечать только подтверждение, а все хорошее игнорирует. Вчера вам улыбнулся незнакомец, забыли. Сегодня нахамили в магазине, ну вот опять это точно порча. Запомните, первый шаг к адекватности — понять, что ваш мозг не на вашей стороне в этом вопросе. Он хочет найти виновного, виноватого. Ему так спокойнее. Сейчас я скажу вещь, за которую меня не полюбят некоторые коллеги, так сказать. Но я обещал быть честным. 80% случаев, когда человеку говорят: на тебе сильное негативное воздействие, это неправда. Я не преувеличиваю, я проверял многократно. Ко мне приходят люди после 2, 3, иногда 5 разных специалистов, каждый из которых обнаружил что-то страшное. Каждый снял, каждый взял деньги, а проблемы остались. Знаете почему? Потому что проблемы были не в энергетике. Они были в голове, в привычках, в отношениях, в образе жизни, в нерешенных травмах. История из практики. Пришел мужчина, назовем его условно С. Бизнес рушится, партнеры кидают, жена подала на развод, здоровье ухудшилось. До меня побывало 3 магов. Все сказали: сильное воздействие,
Один сказал порча на смерть, заплатил суммарно около 300 тысяч. Я начал работать. Первое, что я сделал, не ритуал, а разговор. 2 часа. Знаете, что выяснилось? Он пил. Алкоголик нет, но каждый вечер, чтобы расслабиться, бутылка вина, иногда 2. Утром раздраженный, рассеянный, подписывал документы, не читая. Грубил жене, забывал обещания. Не партнеры его кидали, не потому что кто-то навел воздействие, а потому что он сам перестал контролировать свой бизнес. Никакой деструктивной программы, бутылка вина и отрицание, вот и вся порча. Я ему так и сказал прямо, он обиделся, ушел. Через полгода написал, бросил пить, бизнес пошел вверх, жена вернулась. Написал спасибо, что не стали снимать то, чего не было. Понимаете, иногда самое мужественное, что может сделать практика, это сказать, тут не моя работа, тут нужен психолог или врач, или просто честность с собой. Я в том числе могу и выступать в качестве психолога. Но сейчас не об этом. Так. А сейчас самое важное, внимание. Я только что сказал, что 80% это нереальное воздействие. Но есть 20%, и вот они серьезные. Как отличить? Я выделяю 5 маркеров, 5 реальных отличий деструктивной программы от обычной черной полосы. Маркер первый – нелогичность. Обычное невезение, оно объяснимо. Если разобраться, пьешь, бизнес рушится. Логично. Не следишь за здоровьем, болеешь. Логично. Грубишь жене, она уходит. Логично. А вот когда человек все делает правильно, и результат стабильно нулевой, это другое. Когда успешный проект разваливается без видимых причин, когда все анализы в норме, а человек угасает, когда в отношениях все идеально, и вдруг в один день, как отрезало, необъяснимость. Первый маркер. Маркер второй – цикличность с привязкой к конкретной сфере. Обычное невезение хаотичное. Сегодня на работе, завтра кран потек, послезавтра с другом поссорился, разброс. Деструктивная программа бьет в одну точку, раз за разом. Все отношения заканчиваются одинаково. В одном и том же месте, по одному и тому же сценарию. Не 3 раза, не 4, а каждый раз. С разными людьми, в разных обстоятельствах, но с идентичным финалом. Это уже не совпадение. Маркер третий – кластерный удар. Обычное невезение растянуто во времени. Неделя плохая, месяц нормальный. Опять неделя так себе. Деструктивная программа обрушивает все разом. За короткий период, неделю, 2, месяц, валится вообще все. Здоровье, деньги, отношения, психика. Как будто кто-то дернул за одну нитку и размоталась вся ткань. Особенно если этому предшествовал конкретный контакт, конкретное событие, конкретная встреча. Вот здесь я обращаю внимание, вот здесь стоит присмотреться к ситуации. Маркер четвертый – ощущение не своей эмоции. Это тонкий момент, но очень показательный. Человек описывает это так. Я чувствую злость, но это не моя злость. Я в отчаянии, но где-то глубоко внутри знаю, что для отчаяния нет причин. Как будто эмоция наброшена сверху, как чужое пальто. Жмет не по размеру, но снять не получается. При обычной депрессии или стрессе человек говорит «мне плохо». Точка. При воздействии «мне плохо», но это чужое плохо. Это не стопроцентный маркер, но если он совпадает с остальными, стоит разбираться серьезно. Маркер пятый – это реакция на диагностику. Вот это мой личный критерий. За годы практики, когда человеку говоришь, проверил, ничего нет, и он облегченно выдыхает, значит, скорее всего, действительно ничего нет. Когда говоришь, ничего нет, и человек сопротивляется. Нет, вы плохо смотрели, у других 3 специалистов нашли, я чувствую, что есть. Вот это красный флаг, но не для магии, для психологии. Этот человек нуждается в диагнозе порча, потому что без него придется взять ответственность на себя. А это страшнее любой деструктивной программы. Я обещал рассказать историю, которая изменила мой подход. Слушайте внимательно. Пришла женщина, молодая, успешная, умная. У меня все прекрасно, сказала она. Мне просто интересно, подруга посоветовала, хочу проверить, все ли чисто. Никаких жалоб, никакой паники, никаких на мне точно порча. Я начал диагностику больше из вежливости. Думал, формальность. А там стояла, серьезно стояла, давно, аккуратно. Целенаправленно. Программа на разрушение отношений. Каждый мужчина, который к ней приближался, через 2-3 месяца уходил. Не потому, что плохие отношения, а потому, что хотел уйти.
И сам не мог объяснить, почему. Но она привыкла настолько, что перестала считать это проблемой. Ну, не складывается, бывает. Да, женщина сначала видео, собака, работа, муж, машина, ничего. Просто черная полоса, тяжелая, да, но жизнь. А это у меня все прекрасно, несла на себя серьезную деструктивную программу и даже не знала об этом. Мы провели работу, через полгода она вышла замуж, сейчас 2 детей. Вот вам и граница. Настоящее воздействие, оно не кричит, не устраивает цирк, не бьет по площадям. Оно просто закрывает одну дверь, спокойно, аккуратно, и вы привыкаете жить в комнате без этой двери, даже не помня, что она была. А обычное невезение, наоборот. Оно громкое, заметное, больное, но временно. Хорошо, теперь практика. Конкретные правила запоминайте или ставьте на паузу и записывайте. Правило первое. Бритва Оккама. Самое простое объяснение, обычно верное. Прежде чем предположить деструктивную программу, исключите случайность, свою ошибку, хроническую усталость, финансовую неграмотность, созависимость, нерешенную травму. Если все это исключено, тогда копайте глубже. Но сначала честность с собой. Правило второе. Тест на удобность диагноза. Спросите себя честно. Мне удобно верить, что это воздействие? Потому что если виновата порча, не нужно менять поведение. Не нужно признавать ошибки, не нужно работать над собой. Можно остаться жертвой и получать сочувствие. Я не обвиняю, я нормальный защитный механизм. Это нормальный защитный механизм, но его важно видеть. Правило третье – это временной тест. Дайте себе 3 месяца перед тем, как бежать к специалисту. 3 месяца осознанного наблюдения. Заведите дневник, записывайте каждый день, что произошло, плохое, хорошее. Через 3 месяца перечитайте. И в 90 случаев из 100 вы обнаружите, что хорошего было не меньше, чем плохого. Просто мозг выбрасывал его из фокуса. Правило четвертое. Правило одного специалиста. Если вы все-таки решили обратиться к практику, сходите к одному. Одному проверенному по рекомендации. Не к 5, не к 10, не к каждому, кто попался в рекламе. Бегать от мага к магу – это не поиск правды. Это дикция к поиску подтверждения. Если первый адекватный специалист сказал «нет», примите это. Хотя бы допустить такую возможность. Правило пятое. Красные флаги паранойи. Вы в зоне риска, если вы начинаете подозревать конкретных людей без доказательств. Эта соседка навела точно, она на меня косо посмотрела. Вы боитесь выходить из дома или общаться с определенными людьми. Вы тратите ощутимые деньги на снятие и защиту регулярно. Каждый месяц. Каждое мелкое сломался замок, пролился кофе, чихнули 3 раза. Трактуете как знак воздействия. Если вы узнали себя хотя бы в 2 пунктах, пожалуйста, не к магу, к психологу вам надо. Это не стыдно, это не значит, что вы сумасшедший. Это значит, что тревога взяла вверх. И с этим можно работать. Гораздо проще, чем с настоящей деструктивной программой. Ну так что, давайте подведем итог. Я обещал 3 точных маркера, которые отличают реальное воздействие от обычного невезения. Вот они. Коротко. Запомните как формулу. Первое. Необъяснимость. Причин нет, а проблемы есть. Второе. Прицельность. Бьет в одну сферу, раз за разом. С разными людьми, в разных условиях, но один и тот же результат. Третье. Тишина. Настоящая деструктивная программа не кричит, она работает тихо. Вы к ней привыкаете и перестаете считать это проблемой. Если вы сейчас слушаете это и думаете, блин, а ведь у меня, не паникуйте. Думать не значит знать. Подозревать не значит иметь. Примените правила, которые я дал. Понаблюдайте, запишите, проанализируйте. Если после честного анализа у вас остается четкое ощущение: да, это необъяснимо, да, это прицельно, да, я к этому привык и перестал замечать, тогда ищите специалиста нормального, который сначала поговорит, потом посмотрит, просмотрит ситуацию, и у которого хватит честности сказать: тут ничего нет, иди к психологу. Если не хватит, ищите другого. Итак, что мы сегодня разобрали? Первое. Мозг создан видеть паттерны. Даже там, где их нет, это нормально, но это надо учитывать. Второе. 80% порчи – это не порча.
Это жизнь, страх и нежелание брать ответственность. Третье, 20% настоящие. Тихие, прицельные, необъяснимые. И вот с ними нужно работать. Четвертое, паранойя опаснее любого воздействия. Не дайте страху управлять вами. Если это видео было полезно, поставь лайк. Серьезно, это помогает продвижению. Пишите в комментариях, вы когда-нибудь подозревали негативное воздействие на себя? Что в итоге оказалось? Мне правда интересно. Я читаю каждый комментарий. Не на все отвечаю, но читаю. Пока их не так много. Подпишитесь, если еще не подписаны. Скоро выйдет видео о родовых деструктивных программах, как они передаются, как проявляются через поколения и как прервать цепочку. Если вам нужна личная консультация или диагностика, ссылка в описании. Без обязательств, без давления. Берегите себя. Не от порчи, а от страха перед ней. До скорого.